Привет! Начинаем собирать новый гараж в деревне Владимировка. Буду снимать и по ходу стройки расскажу, как построить гараж быстро и качественно. Итак, начинаем с гидроизоляции. Вода в гараж у нас не должна попадать. Размечаем, где будет стоять наш каркас. Устанавливаем нижнюю обвязку. Крепим на 16 анкера. По углам верхней части сразу обвариваю. И будем устанавливать стойки. Перед установкой нижней обвязки нужно хорошенько проверить диагонали. И в дальнейшем монтаже будет меньше проблем. Установка стоек тоже очень важный момент. Чем ровнее вы их выставите, тем проще будет дальнейший монтаж и панелей, и фасонки. Установка стоек по уровню дает не только эстетическую красоту, но и ускоряет и упрощает дальнейший монтаж и ферм, и панелей. Как мы монтируем стойки? Два магнитных уровня сразу выставляем по уровню и прихватываем. Если нет возможности работать двумя уровнями, берем один, прикладываем и смотрим, куда завалена стойка. Завалена влево, значит прихватку ставим справа. Потом выставляем по уровню и ставим с другой стороны уже прихватку. Прихватки делаем небольшие, по 4 углам. Просто небольшие точки. Ни в коем случае нельзя варить сразу. Если будешь обваривать, стойку уведет. И все потом не выправишь никак. На угловые стойки мы ставим времянки, вот такие раскосы. Угловые стойки это самые важные, которые нужно выставить четко по уровню. Все остальные, если будут немного завалены, потом в процессе можно подровнять. Это ничего страшного. Стойки мы всегда делаем выше, чем нужно, с запасом небольшим. Потом отбиваем по нивелиру и отрезаем уже верхнюю часть. Сразу делать в размер стойки не получится сделать ровно. Во-первых, на плите есть перепады, хоть небольшие, но они есть. И даже если каждую стойку отбить заранее, там проверить нужную длину, все равно так четко не получится. В общем, чтобы верхний пояс получился идеально ровным, лучше всего по месту отметить по нивелиру и отрезать. И эта ровность верхнего пояса нужна не столько для красоты, опять же, а насколько она ускоряет процесс работы. В дальнейшем не придется лишний раз вымерять панель, фасонку. Все по размерам четко встанет. Итак, дальше монтируем верхнюю обвязку фермы и начинаем ставить прогоны. Фермы выставили по уровню и ставим прогоны в верхней части, чтобы зафиксировать фермы, они никуда уже не делись. И потом ставим остальные прогоны. Вот что удалось нам построить за первый день работы. Работали втроем. Второй день начинаем с гидроизоляции, второй слой. Наплавляем на трубу и выводим за плиту. Я уже рассказывал более подробно про гидроизоляцию в прошлых видео. Подсказку оставлю вверху. Так, дальше красим все это дело. Размечаем по нивелиру, где будет стоять первая панель. И проклеиваем ленту по всему металлу. Вот в таком виде к нам приехали панели. Выгружаем их вручную. Смонтировали первую панель. Проходим пеной между панелями. Панели стыкуются не все идеально. Бывает, что остается щель, поэтому запениваем. Ставим вторую и прижимаем хорошенько сверху. С одной стороны придавили, закрутили. Переходим на другую сторону. То же самое давим, крутим.
Верхнюю панель разметили, отрезали. Тоже между собой запенили, установили. В широкой части крепим, как обычно, саморезом. А в узкой части прикручиваем временный саморез. Потом его уберем, когда будет уже кровля, запенено все будет. И фасонка еще скрепится, и он уже тогда точно не разойдется никуда. На левую стену между забором и гаражом у нас идет остаток от той панели, которую мы отрезали на правую часть. То есть туда мы отрезали нижнюю часть панели, а сюда верхнюю вот остаток 60 сантиметров у нас поставили, чтобы сэкономить панелей. Забор очень близко к гаражу, не очень удобно, но мы победили эту стену. И теперь делаем торцевую. Нижние коротыши уже пришли готовые в размер. Вторая целая панель. И самая верхняя будет подрезка тоже. Ну, все, панели смонтированы. Вырезаем проемы, ворота, дверь. Окошко у нас вот тут одно. Как установить окно, я снял отдельный ролик. Тоже подсказку оставлю. Запениваем все швы хорошенько. Вырезаем вентиляцию. Одну делаем сверху, вторую делаем на противоположном углу снизу. Вентиляция нужна обязательно, иначе будет парниковый эффект. Будет скапливаться вода на стенах, на фермах. Приехали кровельные сэндвич панели и начинаем монтаж кровли. Выставляем первую панель. Самое важное, первое. Главное выставить ее ровно. Вылеты у нас по 20 сантиметров по все стороны. И в бок, и вверх, и вниз. Выставляем, выравниваем и крепим. Тоже перед монтажом проклеили все лентой. Ленту мы используем вот такую вот. Очень хорошо клеится даже на мокрый металл. Вот, смонтировали кровлю. Все вылеты одинаковые. Все, где надо, подрезали. И начинаем монтаж фасонки. Монтируем фасонку сначала в нижней части и устанавливаем водосток. Подробнее по подсказке. Так, воротная часть. Утепляем трубу пеноплексом, чтобы не промерзало ничего. Здесь панели нет, получается. Вот так по кругу проходим. А сверху уже обходим фасонкой. Монтируем окно. Устанавливаем фасонку всю. И вот такой симпатичный у нас гаражик. Фасонка желтая, сам красный под цвет дома подбирал хозяин. К сожалению, дверь нам не успели привезти, поэтому про установку двери расскажу в следующий раз. Вот такая получилась у нас красота. Понравилось? Ставьте лайки. Вопросы пишите в комментариях. И до новых встреч.